городок Ритена. Если хорошо присмотреться, то вдали можно увидеть желтые воды реки Укаяли. А вот черные воды ее притока, реки Тапиче, по которой завтра стартует экспедиция к Капанауа. Мы будем идти максимально далеко, насколько это позволит лодка, время и топливо. Río Blanco, Tapiche. Se divide acá. Мы достигли водораздела, где, вот вы видите, Рио Бланко сливается с Тапиче, а мы поворачиваем направо и идем дальше вверх по Тапиче, потому что наша цель деревня Капанауа, в верховьях в среднем течении реки Тапиче. Сегодня мы целый день продолжаем наше движение вверх по Тапиче и движемся уже несколько долгих часов. Недавно мы прошли водораздел двух рек Рио Бланко и Тапиче. В наших планах сначала было обсуждался вопрос пойти на Рио Бланко к Капанауа, но в итоге решили пойти вверх по Тапиче, что сейчас мы делаем. И на водоразделе этих двух рек стоит деревня Эсперанса, где уже живут первые Капанауа, но местно с метисным населением. Расстояния большие, территория Капанауа находится примерно в среднем течении Тапиче, поэтому приняли решение, что мы всю ночь будем двигаться на лодке, развесим гамаки и будем, по сути дела, всю ночь жить на лодке. Со второго дня пути вверх по Тапиче мы достигли деревни под названием Пальмейрас, где живут уже Капанауа. В середине третьего дня пути вверх по Тапиче мы достигли деревни Капанауа Ла Фронтера. Здесь всего несколько хижин, порядка около 10. Как говорят информанты, здесь живет 4 семьи, которые образуют в целом население порядка 40-50 человек. Dame está tu machete, joven. Sí, ahí vamos a sacar la yuca. Капанауа выращивают бананы. Кокосы в большом количестве также встречаются в их деревнях. В деревне Капанауа даже есть 2 свиньи, одна из которых ко мне пристала. Она видит что-то, видимо, хочет что-то вкусненького. Но, честно говоря, мне совсем не хочется с ними общаться. Это пустующая хижина в деревне Фронтера. Деревня Фронтера народа Капанауа. Мы сначала хотели здесь расположиться, но они запретили это делать, потому что здесь недавно умер человек, и здесь плохая аура. Здесь еще может присутствовать злой дух. На ночевку в общине Капанауа Ла Фронтера мы остановились вот в таком традиционном доме. Это лагерь нашей экспедиции. Вот мой гамак, где я буду спать. Это традиционный тип жилища у Капанауа. Пол в жилище Капанауа, как и у других коренных народов перуанской Амазонии, изготовлен из коры пальмы пона, которая очень гибкая, жесткая, и благодаря этому можно без боязни ходить по такому полу. И, как видите, здесь есть щели, которые обеспечивают дополнительную вентиляцию в жилище. Очень комфортно и надежно таким образом строится пол в жилище коренных народов
перуанской Амазонии, Капанауа. К основному жилому помещению часто пристраиваются кухни. И если пройти по мостику, то мы с вами попадем в такое помещение, где Капанау готовят пищу. Есть вода сейчас, стеллажи для утвари. Кору пальмы Пона также используют для строительства стен. Жилища Капанау стоят на сваях. Пол поднят над землей примерно на 1 метр. Крыша двускатная, покрыта пальмовыми листьями и с конька защищена дополнительной кровлей. Мы уже зашли в область, где Топича стала достаточно узкой рекой, поэтому стали часто встречаться завалы из бревен. Ну вот это первый серьезный завал, через который пришлось лодку практически на руках протаскивать. Наши индейцы проделали уже огромную работу, растащив большую часть бревен. И очень надеемся, что мы сейчас пройдем дальше вверх по Топиче. Сегодня 8 часов утра из деревни Фронтера, но ушли по реке, наверное, часов 8-9. В принципе, устали, потому что сейчас уже около 4 часов, и на нашем пути неожиданно попалось каноэ с охотником, который привел нас в деревню Монте-Алегре. Удивительно, но здесь живут не Капанауа, а в верхнем течении Топичи обосновалась семья Шипибо. И вот мы решили здесь заночевать, потому что до следующей общины Капанауа порядка 3 часов пути вверх по Топичи. Будет уже темно, когда мы придем в поселок. Нет никакого смысла продолжать путь. Мы здесь отдохнем, переночуем и отправимся дальше вверх по Топиче. В этом доме на сваях хозяева любезно предложили нам расположиться на ночлег. Сегодня уже 6-й день мы на реке и двигаемся вверх по Топиче. Встали очень рано, туман. И сегодня мы должны достигнуть последней общины Капанау, которая есть вверху Топиче, Белла-Виста. Por favor, ¿qué hay historia sobre Isconao? ¿Qué posibilidad viste campamento? Por favor. Ya sobre, me estás preguntando de los Isconauas, ¿no? Bueno, como dices, campamentos, no se ha encontrado ni cuándo. Sí, pero sí ha habido un señor que viene a decir que ha visto huellas pisadas, pero no se les ha encontrado ni cuándo a esos compañeros, como se dice. No les hemos encontrado ni cuándo, ni él, ni yo, ni de aquí nadie todavía.
hasta el momento todavía no se encuentra. Y eso es el trabajo que están haciendo acá los señores que viven acá. Eso es lo que están haciendo el trabajo. Ven algunas huellas, están comunicando, están informando a sus superiores, pues, que son de ellos también los ingenieros que viven en Lima, al Ministerio de Agricultura. Y por el momento no se ve nada, ninguna huellas, o sea, de campamentos, no se ve. Solo eso nomás es que se escucha decir que sí ha habido un señor que ha visto, fue Lubuya, pero por acá cerca todavía no se ve, ni yo ni nadie todavía, pero ahí están ellos, vigilando, haciendo sus patrullajes, buscándoles, si logran encontrar para que ellos me reporten y vean qué es lo que ellos harían con los compañeros. На ночлег сегодня останавливались в деревне Капанауа и Метисов, которая называется Уикунго. Скоро мы войдем в порт Рикене, и наша экспедиция на Тапиче к Капанауа закончится.